Рыбы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш таро-прогноз на неделю с 22 по 28 августа 2022 года. Сегодня моими помощниками будут Таро Рождение Свободы, а также Ленорман Силуэт. Они как раз нам и помогут посмотреть позитив, негатив недели, рекомендации от карт, неожиданность периода, ну и в целом, каковы будут тенденции этой семидневки. Поэтому настраивайтесь, пожалуйста, на расклад и на получение информации, и будем с вами анализировать предстоящие события. Итак, позитив, негатив и совет. Что же у вас здесь? Как мы видим, девятка жезлов, пятерка жезлов и четверка чаш. Ну, хорошо, хоть одни младшие арканы. То есть никаких знаковых или таких существенных изменений не будет. Здесь это, знаете, как проработка защиты, причем защиты от социума, от каких-то, знаете, как нападок со стороны близких, окружения, потому что здесь, знаете, как выстроить какой-то вот как барьер между вами и теми, кто пытается вас ужалить, вам насолить, высосать из вас энергию, довести вас до состояния какого-то дисбаланса. Хотя по четверке чаш здесь у вас нет отчаяния, обратите внимание, здесь, да, такой парень, который, я говорю, в прострации, в ожидании чуда. То есть уже, знаете, как легкий на подъем. То есть мы здесь не видим ситуации апатичности. Но вместе с тем это желание отрезать всех и вся, это уделить внимание себе, это желание какой-то уединенности, умиротворенности, то есть посвятить себе время. Но сейчас мы посмотрим с вами, как это отразится на всех сферах жизни. Итак, если мы рассматриваем личную жизнь, и вы на данном этапе у нас свободны, то здесь могу сказать по девятке мечей это переживание, страхи, что, возможно, вы теряете время, что, знаете, как кто-то считает себя неконкурентно способным, это, знаете, какие-то внутренние установки, которые вам нужно прорабатывать или самостоятельно, или с психологом. Но здесь позиция – это спасение утопающего, дело рук самого утопающего. Вы должны это понимать. Но, как мы видим, знакомств нет. Вы вообще закрыты, вы не готовы, видите, вы в своей такой эмоциональной стезе. Вы не готовы сейчас переключаться на другие задачи. Если мы посмотрим ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках, то, как мы видим здесь по тройке жезлов, знаете, как устали от соперничества, устали за кого-то или за что-то бороться. Знаете, как просто желание отпустить все на самотек, пусть будет, как будет. Я как бы двигаюсь дальше, но если лошадь сдохнет, я слезу. То есть пойду дальше, не буду оборачиваться назад. То есть у вас желание все просто отпустить ситуацию. На самом деле правильное решение. Если же вы в стабильных связях, то по тройке пентаклей это попытки работать над союзом, над отношениями, над собой, но, знаете, как без чего-то давления. То есть это желание закрыться, уделить время своему хобби. Это, знаете, для вас будет как своего рода арт-терапия, как вопрос такого эмоционального насыщения и выздоровления, когда вам сложно донести партнеру какую-то идею, какую-то мысль или высказаться просто, то кто-то может писать дневник, кто-то действительно заниматься творчеством, но это как раз вам поможет, знаете, как излить свою душу, излить свои переживания и прийти к какому-то компромиссу. Если же арканы будем смотреть с точки зрения работы и заработка, и на текущем этапе вы, допустим, не работаете. Так вот, карты показывают, что здесь, к сожалению, финансы поют романсы, нужно будет экономить. Здесь придется рассчитывать только на самих себя, потому что здесь я не вижу помощи извне, но и тем не менее вы удачно справитесь с этой задачей. Если же вы у нас в статусе соискателя, то по аркану мир это осознание того факта, что вам нужно либо искать дистанционно через интернет, либо ехать в иной регион с целью трудоустройства, потому что мир – это новые возможности, это новые горизонты, это востребованность вашей профессии, ваших личностных и профессиональных качеств, но совершенно в другом регионе. И если вы наемный сотрудник, то, как мы видим по аркану справедливость, это проверки, это оценка вашей работоспособности, вашей компетентности, это попытки выстроить защиту, отбить нападки руководства, либо проверяющих инстанций. По четверке чаш это, знаете, все вас может вогнать, да пошло оно все, пусть будет как будет, потому что здесь это желание эмоционально абстрагироваться от текущей ситуации. Но, тем не менее, переживайте зря, все у вас пройдет здесь нормально. И если у вас свой собственный бизнес, то по десятке чаш бизнес-то нормально идет, но здесь уже усталость. Усталость в том плане, что тянете все на себе, что, допустим, вашим близким, вашим домочадцам, они не особо в это хотят вникать, либо вас поддерживать, либо
знаете, как подхватить вас в решении каких-то вопросов или моментов. Поэтому от всего устали. Хотите отдыха, хотите понимания, хотите поддержки. Если смотреть арканы с точки зрения состояния здоровья, обратила бы внимание на иммунитет. Потому что на фоне этих стрессовых факторов может действительно быть и простуда, и какие-то легкие респираторные заболевания. Ну, знаете, как ничего серьезного, но тем не менее то, что может подпортить ваше настроение, ваше самочувствие. Что у нас в негативе? Как мы видим, рыцарь мечей, смерть и умеренность. Это отсутствие зоны комфорта, это излишняя агрессивность, это повышенная ранимость, возбудимость. Это ситуация, когда тянете на себе груз всего и вся, как я уже говорила. То есть то, что нужно уже давно отбросить, отказаться, чтобы войти в зону комфорта. Но вам на это сложно решиться. И, возможно, в рамках этих 7 дней по рыцарю мечей у вас все-таки произойдет этот всплеск от этой эмоции, когда вы пошлете вся, отбросите все ненужное ради себя. Почему это падает в негативе? Потому что будет это проходить болезненно, через конфликты, через какие-то условия, через вами обрисованные, поставленные личные границы. К сожалению, без этого никак. И в плане совета, что у нас здесь? 8 пентаклей. Можно было бы сказать учиться, еще раз учиться, но это карта работы над собой, над качеством своей жизни, над уровнем своего профессионализма и над теми болевыми точками, уязвимыми местами, которые у вас есть. Вот здесь это больше, знаете, поработай над собой. Добейся этой цели, которая для тебя кажется невозможной, оттачивая свой профессионализм в этих нюансах и создай для себя комфортную ситуацию для работы. Видите, если человеку комфортно, его ничего не отвлекает. Так и вот вам пришло время избавиться от всего того, что вас отягощает, чтобы создать себе, поработать над своей зоной комфорта. Так, что еще? Посмотрим с вами неожиданность этого периода. Какова здесь будет ситуация? Итак, как мы видим, рыба, дерево, гроб. Но в первую очередь хочу сказать и отметить, что здесь, видите, открытая ситуация, то есть это ухудшение состояния здоровья на фоне эмоциональных переживаний. Рыбы у нас всегда это эмоции. Как следствие кольцо, это пройти курс, цикл лечения, восстановления, либо рекомендации врача, что вам позволит стабилизировать эту ситуацию, то есть закрыть этот открытый вопрос. Еще это у вас будет, как я говорю, изменение длительных условий, потому что рыба, дерево, то, как вы привыкли всегда делать, да, то есть или как по отношению к вам себя вели. Так вот, гроб это кардинально поменять, а кольцо это как новые контракты, договора, соглашения, новые правила, новые условия и устои, которые вы будете озвучивать, с которыми вы будете, знаете, как обсуждать, не знаю, со своими там оппонентами или с кем это будет важно и значимо. Ну, то есть союзы не будут такими, как прежде. Вот об этом говорит арканы. Для того, чтобы они были длительными, то есть на длительный период, будь то личные, деловые взаимоотношения, социальные взаимоотношения. То есть, это, знаете, как поменять концепцию этого союза. Потому что годы идут, мы тоже меняемся, и нужно что-то менять по мере своего взросления. То есть как иная точка зрения на конструктивные взаимоотношения. Это то, что у вас здесь ждет. Вот такая неделя, вот такой период. Конечно же, все негативные аспекты я для вас перекрою позитивными. Негатив нам не нужен, мы его сейчас уберем. Поэтому вам зоны комфорта, вам покоя. И вам, знаете, говорю, защиты. Вот по 9 жезлов, чтобы вы ничего не боялись и смело шли вперед. Пусть эта 7-дневка вас непременно порадует, принесет только положительные изменения, яркие эмоции и, знаете, как ситуации, которые будут радовать. Я вас искренне благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.